Орбан хвалит Германию, но говорит, пахнет плохо. Китай сможет одолеть Тайвань без ядерного оружия, а Биньямин Нетаньяху обращается к американским геям. А во всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Растет количество погибших и пострадавших в Харькове после авиаудара оккупантов по жилому массиву. Облавы на мигрантов по всей России. Какая бы проблема ни стояла, видимо, она не решается. Байден активно готовится к дебатам с Трампом. Со всех сторон это будут уникальные дебаты. Это необычные дебаты. У нас есть президент, дебатирующий с бывшим президентом. Такого еще не было в истории президентских дебатов. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, не забывайте подписываться на канал. Все это непременно очень важно. Поехали. Несколько десятков пострадавших в Харькове, по крайней мере, на момент записи этого видео известно о 19 раненых и 3 погибших. После прилета 4 российских управляемых авиабомб в жилой массив, в плотной жилой застройке, как пишет мэр города в Телеграм. Медиа тоже пишут о разрушенных квартирах на 3 этажах жилого дома. Следим за ситуацией в нашем Телеграм вместе с вами. В то же время стало известно, что во время российской ночной атаки впервые были запущены калибры из акватории Азовского моря. Снова проблемы с мигрантами в самой толерантной стране. Российские силовики заставили сидеть под палящим солнцем под дулами автоматов 45 мигрантов, работавших на стройке в Воронеже. В результате очередного рейда очередной улов российских силовиков. В сети пишут, что тех, у кого находят российский паспорт, нередко увозят сразу в военкомат. В Москве тоже проходят облавы на мигрантов, и тут трудно предсказать, что для них лучше – иметь российский паспорт или нет. Тему про мигрантов в Европе продолжает уже хороший друг российского правительства Виктор Орбан. Он говорит о Германии, что из-за неконтролируемой миграции она перестала пахнуть как Германия. Она больше не имеет прежнего вкуса, она больше не пахнет так, как раньше. Эта Германия больше не является той Германией, которую нам ставили в пример наши бабушки и дедушки, наши родители. Говорит Орбан, что предыдущее поколение венгров ставили Германию в пример своим детям и советовали съездить туда, чтобы увидеть, как должно быть организовано общество. То есть фактически не прямо, но тоже призывали к миграции. Байден активно готовится к дебатам с Дональдом Трампом, которые должны состояться 27 июня и стать самыми ранними предвыборными дебатами в истории. Байдену 81, Трампу 78. Вопросы о том, могут ли они управлять страной, становятся все острее и актуальнее. Это необычные дебаты. У нас есть президент, дебатирующий с бывшим президентом. Такого еще не было в истории президентских дебатов. Таким образом, общественность лучше осведомлена об обоих этих кандидатах, поскольку люди с большей вероятностью знают об их темпераменте, их складе ума, их характере. Но в этом году из-за возраста обоих есть необходимость. Даже если вы думаете, что знаете много об обоих кандидатах, и вы, скорее всего, в этом году для вас это будет важно, смогут ли они доказать, что они достаточно умственно способные, чтобы быть президентом США, и достаточно психически устойчивы, чтобы быть президентом США. И это разные оценки. Вопрос о Трампе – это стабильность. Вопрос о Байдене – это острота ума. Можно было бы сказать, что вопрос должен быть об обоих и от обоих. В этот раз микрофон того, кто не говорит, будут приглушать, чтобы избежать повторения ситуации с прошлых дебатов, с прошлых шумных дебатов в 2020. На совместные угрозы Путина и Ким Чен Ына в сторону Южной Кореи отреагировали в Сеуле и в Вашингтоне. Государственный секретарь США поговорил с министром иностранных дел Южной Кореи, об этом пишет пресс-служба Госдепа. Договорились они продолжать дружить, сотрудничать и поддерживать Украину. Также внимательно следят в Пентагоне за тем, что происходит в Южно-Китайском море и за провокациями КНДР. А чем может помочь Южная Корея Украине, мы спросили у эксперта, у Павла Лакичука, руководителя программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21». Южная Корея один из крупнейших производителей сейчас не только, как известно, радиоэлектроники, не только продукции судностроения. Это один из крупнейших производителей вооружения и боеприпасов сегодня. Причем корейцы
Чем берут? Они берут относительной простотой и сравнительно небольшой стоимостью своей продукции. Поэтому часто густо вот и наши восточноевропейские партнеры отдают предпочтение относительно недорогим и простым в управлении южнокорейским танкам, артиллерийским системам, ну и прочим видам вооружения. И до сих пор южные корейцы так отстраненно наблюдали за агрессией России в Украине, пытались занимать нейтральную позицию. Мы благодарны за гуманитарную помощь, за автомобили скорой помощи. Ну, много чего они нам помогали, но это именно гуманитарная помощь, не включающая военную составляющую. Я напомню, Путин заявлял, что Южная Корея сделает большую ошибку, если будет передавать оружие Украине, и Россия будет принимать соответствующие меры. А в Южной Корее заявили, что сами выберут объем поставок помощи Украине в зависимости от сотрудничества РФ и КНДР. Но нужно понимать, что ситуация не будет развиваться быстро, динамично и радикально. Нужно понимать, что мы не можем ожидать сейчас от Южной Кореи прям каких-то больших масштабов и объемов в ближайшие сроки поставок. Южная Корея все-таки страна демократическая, поэтому у них будет необходимость, чтобы парламент одобрил такого рода инициативы, а парламент сейчас, большинство в парламенте принадлежит оппозиционной партии, демократической партии Тобуро. Это левые. В Южной Корее именно левые являются националистами, и они категорически не поддерживают политику нынешнего президента Юн Сук Йоля в отношении Украины. Они активно продвигают риторику о том, что война России против Украины – это чужая война, где-то там вообще в другом конце мира, которая не должна касаться Южной Кореи, поэтому есть вероятность того, что чисто юридически этот процесс будет тормозиться именно в парламенте. И плюс у них есть ряд ограничений на законодательном уровне, которые ограничивают поставки вооружения в третьи страны, особенно если речь идет о стране, находящейся в активных боевых действиях. Вместе с тем США и Пекин провели переговоры по ядерному вопросу впервые за 5 лет. Об этом пишет Reuters. В Пекине заявили, что не будут прибегать к ядерным угрозам из-за ситуации с Тайванем, потому что надеются победить своими силами конвенциональными. И Китай не стремится к паритету с США. В Госдепе назвали переговоры успешными. Пентагон отмечает рост ядерного арсенала Китая на 20% за 2021-2023 годы. У Пекина 500 боеголовок. К 2030 году может быть 1000. У США и России по 1770 и 1710 соответственно. Российские телеграм-каналы пишут об уничтожении под Белгородом российского комплекса ПВО «Панцирь-С». Об этом пишет канал «Астра», например. Губернатор области говорит, что горит трава. Насколько это важная система для оккупантов и почему они скрывают ее поражение, мы спросили у эксперта, руководителя программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21» Павла Лакичука. Если «Панцирь-С» горит, то трава вокруг горит, это естественно. Это воздействие высоких температур. Поражение комплекса «Панцирь-С», это не такое эпохальное событие. Дело в том, что это зенитный ракетно-артиллерийский комплекс, предназначенный преимущественно для самообороны. Если подбили «Панцирь-С», значит целятся, по крайней мере, или по ЗРК дальнего радиуса действия, который он прикрывает. Это могут быть С-300, С-400. И либо же по объектам управления, связи и РЭБ. Это могут быть или командно-штабные пункты, или станция радиолокационной борьбы, или какой-то узел связи. То есть к нему подбираются наши воины. Это хорошо. В сети пишут, что установка была поражена кассетными боеприпасами, а экипажу якобы удалось выжить.
Премьер-министр Израиля взывает к логике митингующих за Палестину, но обращается выборочно. Целевая аудитория обращения – женщины и представители ЛГБТ-сообщества. Обращаясь к последним, он говорит, что их, члены Хамас, казнили бы только за ориентацию. У вас же есть геи за Газу. Это абсурд. Если вы гей в Газе, вам выстрелят в затылок. Женщины за Газу. Что такое женщины в Газе? Они – движимое имущество и тому подобные нелепости. Вместе с тем в армии обороны Израиля заявляют, что в результате авиаудара ликвидировали Имана Атма, человека, отвечавшего за поставки оружия силам Хамас, и Джамаа Исламия в Ливане, и отвечавший за развитие террористической инфраструктуры в регионе. Лукашенко снятся коровы, а точнее то, как он их доит. Все нормально, ничего нового. Листайте дальше. Нет лучше. Мне снятся по ночам сейчас люди, с которыми я работал, снятся. Скотина, коровы, я их ночь даю, там еще ужас. Лучше нет. Никакое президентство, это все чепуха. Самое интересное здесь работа. Живые люди, живой скот, живые растения и результат каждый год. Я хочу напомнить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам создавать новые и новые видео, и мы вам за это очень благодарны. Не останавливайтесь на достигнутом. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наши каналы, все это непременно очень важно. У меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.